Финал сражения Мирелионы против паладина Мориса, демонстрация нового магического атрибута противника, пробуждение Мирелионы и приход Фуэгулеона, без которого и так все было хорошо. Глава получилась нереально горячая, так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу Манху Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 371 глава Черного Клевера, переводил ее сами, так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 371 главы. Новая глава Черного Клевера начинается в тот самый момент уничтожения паладинам большую часть магов Багрового Льва, которые отдали свою жизнь для того, чтобы их наставница выжила. Морис был очень даже рад, что эти надоедливые букашки наконец-то погибли, ведь теперь ему никто не помешает избавиться от Мирелионы. Но сделать это он хотел по-особенному, показав ей, как на самом деле нужно было использовать живой щит. После чего, используя новый магический атрибут магии Земли, заклинание Марш Святых и Уродивых, создал огромное количество земляных големов, бросившихся атаковать огненную женщину. Мирио пыталась испепелить пешек противника своим пламенем, но эти гады почти моментально восстанавливались, а их количество словно становилось все больше и больше. Демонстрация нового магического атрибута противника стала для львицы ощутимой проблемой, и по такими темпами ей не удастся добраться до самого заклинателя голема. Морис же, будто успокаивая своего оппонента, говорит, что не только она использует сброд для достижения своих целей. В прошлом он также лишил жизни огромного количества людей, в коих ученый не увидел совершенно никакого потенциала. На таких людях он проводил свои эксперименты, изучая их тела, пытаясь постичь логику этого мира для того, чтобы выйти за рамки человеческого тела. Вот только значительных результатов он так и не добился. Однако сейчас, когда Люциус, которого он теперь величает богом, сделал его паладином и даровал ему новую силу, Морис был рад, что все его труды не прошли даром. Ибо теперь с помощью своей приобретенной силы он способен как разрушать, так и созидать. В это же время пешки противника все еще продолжали наступать, и им будто вовсе не было конца. А ведь у Мирелионы времени было не так, чтобы и много, ибо из-за долгого нахождения в облике воплощения адского пламени ее тело постепенно начинает исчезать, поскольку она слишком близко подобралась к мане, достигая лимита человеческих возможностей. Паладин прекрасно видел, что с ней происходило, и упомянув про невозможность ею выхода за пределы людского тела, предложил перейти на сторону четвертого Загратиса, дабы с ними она смогла добиться гораздо большей силы, нежели сейчас. Однако львицу разговоры о лимитах порядком начали раздражать, после чего нам показали флешбеки из его прошлого, где, будучи в возрасте, в котором она еще не имела свой гримуар, Мирио только своей чистой магией без шансов побеждала рыцарей магов. И все дошло до такого абсурда, что ее просто начали бояться и даже не хотели становиться с ней в напарнике по тренировке. Поняв, что большего ей здесь не добиться, она ушла странствовать и в одиночку становиться сильнее. Тренировки Мирио проходили в зонах с аномальной маной для того, чтобы расширить пределы своего тела, что естественно дало свои плоды, когда в королевстве Пик ей в одиночку удалось одолеть древнего демона. Вот только сколько бы она ни усовершенствовала себя и не достигала новых возможностей, забраться на вершину желаемой силы Мирио так и не удалось. И сейчас она поняла, в чем была ее ошибка, ведь все это время львица справлялась с трудностями одна, после чего в настоящем времени на нее снизошло озарение, и падая на землю, она ощутила прикосновение чьих-то рук, пытавшихся ее поддержать. Это чувство напомнило Мирелионе о товарищах из Багрового Льва, которые самолично попросили стать для них наставницей. И даже если ее тренировки были невыносимо тяжелыми, эти ребята все еще оставались с ней. Поскольку даже если им и не удастся достигнуть уровня Мирелионы, то они по крайней мере хотели продолжить следовать за ней, чтобы в конечном итоге стать свидетелем той совершенной силы, которой она стремится достичь.
достичь. Тут же к ней на поле битвы проходит Фуэгулеон и с помощью пламени Саламандры испепелил сразу толпу големов, подбирающихся к его сестре. Но Мирио вовсе была не нужна его помощь, ибо она достигла осознания уничтожения своих пределов и пробудила новое заклинание, после чего, применив его на деле, все поле боя покрылось ярким пламенем, и из его пепелища восстала огненная армия. Мирио Леона без эльфов, без стихийного духа, чисто своими силами достигла пробуждения абсолютной магии огня. Заклинание Excelitius Leonum — львы. И ее созданная армия из пламени представляла собой не просто каких-то там пешек. Наша Мирио постигла пламя реинкарнации и возродила души своих товарищей, заявив ученикам, что неужели они думали, что смогут отдыхать во время задания. Мирио Леона заставит их следовать за собой даже после их смерти. Не, ну, ребятки, это просто нечто. В который раз повторю, что Мирио не перестает меня радовать. Какая же она имбища во плоти. Понимая непостижимость пределов, преодолеваемых в одиночку, ей удалось создать пламя реинкарнации и вернуть души ее товарищей обратно в этот мир. Даже сами воскрешенные багровые львы были ошарашены такому исходу событий, ведь они точно были уверены, что погибли от разрушения паладина. Но и это было еще не все, ведь все повреждения, которые ранее получила Мирио Леона, также исчезли. А поскольку ее последователи восстали, значит пора было приступать к делу и выдвигаться в бой. После чего огненные солдаты взяли на себя големов противника, а сама Мирио Леона тем временем могла выдвинуться к паладину, который в это время был, мягко говоря, в шоках от того, что его оппоненту удалось вернуть к жизни его почивших товарищей. Но даже так Морис был твердо уверен в своей победе и смело ринулся избивать Мирио. Вот только в разгаре сражения он ощутил, что ему попросту не за что было зацепиться, чтобы разрушить своего противника. Ведь ее тело полностью обратилось в ману, став теперь абсолютно неуязвимым к любым проявлениям материальных атак. А достигла она этого как раз таки благодаря пламени реинкарнации, которую полностью сжигала пределы человеческого тела. Эта ситуация просто вывела из себя Мориса, ведь это он всю свою жизнь гнался за подобной силой, выходящую за рамки логики этого мира. И он не понимал, как обычный человек смог достичь подобного могущества. И затем Мирио Леона рассказала ему, что в момент смерти багровых львов своим самопожертвованием они помогли ей осознать форму человеческой души, что и позволило ей выйти за пределы людского тела. Львица безоговорочно продолжала атаковать своего противника. Ее пламя стало настолько горячим, что она попросту начала испепелять тело паладина вместе с его сверхрегенерацией, которая попросту не поспевала за входящим уроном. После чего Мирио Леона своими ударами сожгла дотла тело Мориса, нанеся ему летальный дамаг. Фух, ребятки, это была шикарнейшая глава, и Мирио в ней зажгла буквально все: своего противника, своих товарищей и в который раз мое сердечко. Потому что меня действительно удивляет тот факт, что она смогла стать мега-имбой с помощью своих тяжелейших тренировок. Мирио действительно является вершиной того, что смог достичь человек, и при этом она не обладает ни стихийным духом, ни дьяволом, и в ней не сокрыта перерожденная душа эльфа, как в некоторых. Все это она достигла собственными силами. Мирио Леона для меня навсегда останется персонажем номером 1 вселенной Черного Клевера. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.